Всем привет! Сегодня я отвечаю на вопросы касательно иностранных языков, которые мне были заданы. Вот один из них. Стоит ли учить два иностранных языка одновременно? Можно ли изучать два иностранных языка одновременно? И мой ответ будет таков: и да, и нет. Что я имею в виду? Если вы человек, у которого нету за плечами большого опыта изучения иностранных языков, вы не владеете никаким иностранным языком, то я бы сказал, что вам ни в коем случае не стоит учить два языка одновременно, какие бы они ни были прекрасные, красивые, и как бы вам не хотелось все сделать одним махом и выучить два языка сразу. Дело в том, что эта ситуация напоминает, как если бы вы искали колодец и копали в 10 местах одновременно, не копали глубоко, вместо того, чтобы копать в одном месте глубоко и таки достичь воды и найти ее. То же самое касается иностранных языков, тот же самый принцип работает в спорте, в бизнесе, во всем. Если вы хотите добиться успеха, сначала сконцентрируйтесь на чем-то одном, добейтесь в этом успеха, а потом используйте это в качестве такого прецедента успешного, который можно будет применить ко всем остальным языкам. Так что так, не старайтесь учить два языка одновременно, если у вас мало опыта, иначе я гарантирую вам большую кашу в голове. Вы будете путаться в фразах, в первую очередь из-за того, что языки начнут мешаться, и вы будете использовать одну фразу из одного языка, а другую фразу из другого языка. Теперь, если у вас намного больше опыта, вы говорите на нескольких иностранных языках, и вы все-таки хотите попробовать учить два языка одновременно, то здесь вы должны знать несколько правил. Правило номер один. Языки, которые вы будете учить одновременно, должны быть разными. Они не должны быть одинаковыми. Что я имею в виду? Я имею в виду, что языки не должны принадлежать к одной языковой группе, и они не должны быть похожи. Например, в европейской части довольно распространены языки романский и германский. Вот самые популярные из них это, конечно же, французский, португальский, итальянский, испанский, немецкий, английский. Да? Так вот, если вдруг я решу учить одновременно португальский и французский, то 100% у меня будет каша в голове, 100% все перемешается, потому что это настолько близкие языки, что они по сути являются диалектами одного языка. Хотя на слух они кажутся очень разными, на письме они очень похожи. И это может сыграть против вас. Поэтому первое правило, как я уже сказал, языки должны быть не похожи, они должны быть разные. Тогда что я предлагаю? Я предлагаю, чтобы языки были из разных языковых групп. Допустим, представим себе ситуацию, когда я хочу выучить одновременно хинди и я хочу выучить итальянский. Несмотря на то, что в принципе эти два языка относятся к одной индоевропейской огромной языковой группе, их лексика, их грамматика, их произношение, все это очень не похоже, и из-за этого риск того, что все смешается в нашей голове, значительно снижается, и проблем не будет. Здесь вы должны знать еще одну штуку. Правило номер 2. Если вы учите два языка одновременно, то эти два языка должны обладать разной сложностью. Например, если я захочу учить одновременно китайский и польский, то для меня китайский будет очень сложным языком, потому что он тоновый, там нет ничего похожего на русский язык, он совершенно для меня инопланетный, и освоить его это действительно большое испытание. С другой стороны, есть польский, который славянский язык, и который очень похож на русский и украинский, на котором я говорю. То есть для меня освоить польский, в принципе, это небольшая проблема. Он не требует таких титанических усилий, как по сравнению с китайским. Заметьте, если мы сейчас перенесемся на другую сторону Земли и возьмем человека, для которого родным языком является тоновый язык, такой как китайский, например, я говорю сейчас о Таиланде, о Вьетнаме, мы возьмем вьетнамца, который хочет изучить китайский, то для него китайский будет все равно, что для меня выучить польский, потому что принципы те же самые. С другой стороны, польский для него выучить, это все равно, что выучить китайский, потому что это настолько не похожий для него язык.
Отсюда мы делаем вывод, что когда люди спрашивают, насколько сложный язык в изучении, все зависит от вашей языковой группы. Если ваш родной язык русский, то, соответственно, вам будет очень легко освоить все славянские языки. Если ваш родной язык принадлежит к романской группе, то вам легко будет освоить французский, португальский, испанский, итальянский. Если германский, соответственно, английский и так далее. То есть все зависит во многом от языковой группы. Итак, возвращаемся к нашему китайскому и польскому, и получится, что в процентном соотношении я должен буду тратить где-то до 70% своих усилий и своего времени, когда я учу иностранный язык, на китайский, потому что он сложнее, потому что он совершенно не похож на мой родной язык, и 30 оставшихся процентов я буду вкладывать в польский, потому что это откровенно проще. И таким образом будет выровнен такой одновременно баланс, когда вы сможете учить эти два языка одновременно. Теперь, второй нюанс. Дело в том, что если вы хотите не просто освоить два языка совершенно, которые вы не знаете, но, допустим, есть язык, который вы уже знаете, вы просто хотите перенести его на качественно другой уровень, и есть совершенно незнакомый вам язык, который вы хотите освоить с нуля, тогда я приведу свой пример. Я говорю, как вы знаете, я говорю по-японски, и опыт изучения японского у меня намного больше, чем китайского. В китайском я всего лишь новичок. И в процентном соотношении, скажем так, на японском я говорю на 70%, а на китайском я говорю на 20%, потому что так пока случилось. Так вот, я бы хотел перевести свой японский на качественно другой уровень, и, конечно же, привести свой китайский тоже к высокому уровню. И тогда я буду вкладывать 80% своих усилий в тот же китайский, потому что он для меня сложнее, и я все делаю с нуля, и 20% в японский, потому что я знаю структуру, я знаю очень много слов, я знаю очень много про этот язык, просто мне нужно поддерживать определенный ритм. Итак, суммируем. Если у вас нет опыта, пожалуйста, не старайтесь учить два языка одновременно, вам еще рано. Если у вас есть уже опыт, то просто держите в голове несколько правил. Первое правило о том, что языки должны быть разные, они не должны быть похожи. Второе правило: один язык должен быть сложнее, другой должен быть проще. И, наконец, если вы уже владеете каким-то языком, просто хотите перенести его на другой уровень, но при этом хотите еще освоить новый, то распределите правильно ту энергию и то время, которое вы будете вкладывать каждый день в изучение этих языков. Надеюсь, вам было полезно это видео. Если у вас будут какие-то комментарии или еще лучше вы захотите со мной поспорить, то, пожалуйста, оставляйте свои комментарии под видео. Хорошего дня!